Теперь, когда мы закончили текстурирование нашего робота, нам нужно экспортировать текстуры. Итак, здесь я перейду в файл и выберу Export Textures. Теперь в диалоговом окне я могу установить настройки для экспорта моих текстур. Здесь вы заметите, что у нас есть Global Settings с включенными текстурами Body и Legs. Здесь в General Parameters я могу выбрать каталог для сохранения, а также шаблон для сохранения. В этом раскрывающемся списке вы можете увидеть множество предустановок рендеринга, которые можно выбрать. В моем случае я использую Apple PBR Metallic Roughness. Если я кликну по этому раскрывающемуся списку, я могу выбрать любой тип файла. Например, если я хочу экспортировать PNG 8 бит, я могу это сделать. Я также могу изменить глубину бит с помощью этого раскрывающегося списка. Однако в этом случае я просто прокручу вверх и выберу основывать тип файла на шаблоне экспорта. Так что с этим выбором мы можем взглянуть на эту вкладку Output. Вы можете видеть, что у нас есть несколько пресетов рендеринга. Если мы посмотрим на предустановку PBR Metallic Roughness, которую мы собираемся использовать, вы увидите, что у нас есть различные выходы для каждого из каналов, с которыми мы работали в нашем наборе текстур. Например, здесь вы видите такие вещи, как Base Color, Roughness, Metal и так далее. Теперь каждый из этих выходов вы можете увидеть здесь, в этом конкретном пресете. Установлен в формате PNG. Base Color установлен на экспортирование в 8 бит. Однако, если я посмотрю на Normal и Height выходы, вы увидите, что они были переключены на 16 бит. Таким образом, предустановка рендеринга может управлять типом файла, а также битовой глубиной для каждого отдельного канала. Если мы вернемся сюда к нашим настройкам, мы можем изменить размер. Сейчас это зависит от размера каждого набора текстур. Но если я кликну по раскрывающемуся списку, я могу изменить это. Например, я работал с разрешением 2048 на протяжении всего курса. Однако я могу выбрать экспорт с более высоким разрешением, например, 4К или 8К, для моего окончательного экспорта текстур. Это все благодаря неразрушающей особенности Substance Painter. Если мы закроем Export Textures и взглянем на набор текстур Body во вкладке Texture Set, здесь вы увидите, что установлен размер 2048. Я всегда могу изменить разрешение, но я предпочитаю оставить разрешение 2К, поскольку это ускоряет обработку в стеке слоев. Как я уже сказал, я всегда могу перейти к Export Textures, а затем во время экспорта я могу переключить это здесь на более высокое разрешение. В моем случае я оставлю его здесь, на основе каждого размера набора текстур, который составляет 2048. Далее у нас есть настройка Padding. Его цель — расширить границы UV островов, чтобы заполнить пустые области похожими пикселями. Создание качественных отступов важно для обеспечения хорошей генерации мапмап, когда текстуры используются в игровых движках. По сути, вы не получите шва на границах UV, когда текстуры будут уменьшены. Как правило, лучше оставить это значение по умолчанию А. Вы также можете перейти к каждому набору текстур и переопределить любые настройки, которые мы задали в Global Settings. Однако в моем случае, как я уже сказал, для этого базового экспорта я собираюсь использовать установки Global Settings с типом файла на основе предустановки вывода и размером на основе Texture Set. Если я вернусь на вкладку Output, у нас есть все эти пресеты, которые поставляются с Substance Painter. Однако вы также можете создавать свои собственные пресеты. Так, например, я сказал, что я работаю с этим экспортом PBR Metallic Roughness. Я собираюсь экспортировать свои текстуры для рендеринга в Blender, используя Cycles. Теперь, если я взгляну на этот пресет, здесь я вижу, что Normal будет экспортирован в формате DirectX, который будет неправильным для использования в Blender. Что я могу сделать здесь, это просто создать пресет, специфичный для приложение, которое я собираюсь использовать. В моем случае Blender. С выбранным пресетом PBR Metallic Roughness я нажму кнопку Duplicate. Теперь у меня есть копия этого пресета. И, как я уже сказал, я хочу внести одно простое изменение. Здесь я знаю, что экспорт Normal будет в DirectX, а это не то, что мне нужно для Blender. Я перейду сюда к Converted Maps, и я вижу здесь, что здесь есть OpenGL-версия карты Normal. Я могу сделать левый клик и перетащить его сюда в канал RGB для моего экспорта Normal. А затем я собираюсь выбрать RGB Channels. Теперь я создал или изменил пресет. Это сделано специально для работы Cycles в Blender. Я перейду к своему пресету и сделаю правый клик и переименую его. И я могу назвать это пресетом Blender, если мне нравится. Но в моем случае я собираюсь назвать это PBR Metallic Roughness, OGL для OpenGL. Давайте вернемся к настройкам. И теперь в предустановке экспорта я кликну раскрывающийся список и прокручу вниз, и теперь я выберу свой новый пресет, который я создал сам. Теперь, когда у меня все настроено, я нажимаю кнопку «Экспорт». Вы можете видеть, что Substance Painter теперь экспортирует текстуры, и все файлы были экспортированы. Нажму кнопку Open Output Directory. Теперь я могу просмотреть текстуры, которые только что были экспортированы сюда в процессе.
Вот моя сцена в Blender. И я добавлю текстурные карты, экспортированные из Substance Painter, в материал Body. И использую Cycles для рендеринга сцены. Мы также можем сделать рендер прямо здесь, в Substance Painter. Здесь, в 3D виде, я собираюсь подняться сюда, к верхней панели, и войти в режим рендеринга iRay. Так что это запустит iRay средства рендеринга от NVIDIA. Я нажму эту кнопку. И теперь вы можете видеть, что я нахожусь в этом режиме рендеринга. Если я начну перемещаться по окну просмотра, вы увидите, что мы работаем со средством визуализации трассировки лучей. Теперь я собираюсь пройти через некоторые настройки Display Settings, чтобы настроить снимок. В моем случае, здесь я не хочу использовать Ground, поэтому я включу этот Clear Color. А затем перейду к цвету и, возможно, опущу его, чтобы он стал более темным. Может быть, что-то вроде этого здесь. Так что теперь я собираюсь позиционировать мой вид в перспективе, чтобы сделать красивый снимок. Если я прокручу здесь, у меня есть настройки камеры, и я могу регулировать такие вещи, как поле зрения, а также фокусное расстояние. И здесь у меня есть вариант для диафрагмы. Например, если я увеличу диафрагму, вы увидите, что я начинаю получать хорошую глубину резкости. Я могу довольно быстро управлять настройкой фокусного расстояния, просто удерживая клавишу Ctrl и сделав клик средней кнопкой мыши в 3D виде, чтобы установить это расстояние. Теперь моя глубина резкости слишком сильная, так что я уменьшу настройку диафрагмы. Я хочу что-то немного более тонкое. Теперь я также могу активировать некоторые из постэффектов здесь. Это позволит мне добавить такие вещи, как виньетирование и блики. Так, например, если я включу виньетку и увеличу силу, мы получаем что-то вроде этого. А затем я также включу блики. Итак, я меняю настройки, чтобы получить легкий блум-эффект. Я также могу изменить направление освещения, удерживая клавишу Shift и правую кнопку мыши потянув влево или вправо. Итак, вы можете видеть, что я собираюсь установить. Здесь немного больше драматического угла освещения. Я также могу вернуться к настройкам Environment и выбрать другую карту. Хорошо, вернемся к настройкам камеры. И здесь я могу начать работать либо с Tone Mapping, либо с Color Correction. Мой образ темный, так что я собираюсь настроить контраст и яркость, а также перейти к Tone Mapping и увеличить Exposure и гамма. Я пытаюсь получить правильную экспозицию, но также добавляю немного эффекта динамического контраста. Теперь, когда мы настроили наш снимок, мы хотим взглянуть на разрешение и качество нашего окна просмотра. Прямо сейчас для разрешения мы используем фактический размер области просмотра. Но я могу переопределить это, установив значение. Настройка общего качества для вашего рендера с помощью iRay — это довольно просто. Все, что нам нужно сделать, это установить максимальное время. Вы можете видеть, что оно установлено на 10 секунд. iRay будет улучшать рендер до 10 секунд. Если этого качества недостаточно, я могу добавить более длинное значение. В этом случае я собираюсь установить максимальное время на 30 секунд. Все, что вам нужно сделать, это установить время, которое будет достаточным, чтобы вы получили желаемое качество. iRay будет рендерить до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное время или максимальное количество образцов. Здесь вы можете видеть, что статус выполнен, и теперь у меня есть рендер. Я могу нажать кнопку Save Render, чтобы сохранить это изображение. А если у вас есть учетная запись ArtStation, вы можете нажать кнопку Share. Это позволяет мне войти в мою учетную запись ArtStation, где я могу загрузить свои рендеры прямо в свою учетную запись. У меня есть финальные рендеры моего робота, скомпонованные в сцену. И на этом начальный курс будет завершен. Надеюсь, вам понравился этот базовый взгляд по использованию Substance Painter. Цель этого курса заключалась в том, чтобы заложить базовую основу. И теперь самое интересное начнется, когда вы продолжите учиться и строить на этом фундаменте. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что вы создаете при помощи Substance Painter. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.